Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку роскошные, необыкновенно вкусные куличи на желтках. Куличи эти имеют очень насыщенный вкус классического богатого кулича. Благодаря своей рецептуре, способу замешивания, куличи получаются в меру волокнистые, они долго не черствеют. Куличи эти прекрасно нарезаются, вообще практически без крошек, несмотря на то, что они будут очень насыщенные во вкусе. Расскажу все нюансы, чтобы у всех сразу все получилось. Итак, сначала приготовим опару. Для опары я беру 360 мл молока. Молоко должно быть примерно 35-40 градусов Цельсия, не выше. Добавляю туда 12 грамм сухих дрожжей. И также от общего количества сахара я добавляю 1 столовую ложку. Про количество я буду говорить далее. Если вы будете брать свежие прессованные дрожжи, следует их брать всегда в 3 раза больше, чем сухих. То есть 36-40 грамм свежих прессованных дрожжей здесь следует брать. Просеиваю туда 3 столовые ложки муки от общего количества. Про количество я буду говорить далее. Если вы видите, что опара у вас никак не подошла, то есть дрожжи вообще не вступили ни в какую работу, следует прекратить приготовление этого теста и взять другие дрожжи. Вот это очень важный момент здесь. Все это сейчас я перемешиваю очень хорошо, чтобы не было комочков. Накрываю сейчас пленкой и оставляю просто минут на 20 на столе. Пока я буду подготавливать другие ингредиенты, опара уже начнет работать. Итак, сейчас я разделяю яйца на желтки и белки. Мне для этого рецепта понадобится 11 желтков, то есть примерно 200 грамм желтков. Если у вас нет по каким-то причинам желтков или вы не хотите их использовать, в принципе можете использовать целые яйца, брать 200 грамм яичного меланжа. То есть, по сути, это 4 яйца среднего размера. Добавляю к желткам сейчас 16 грамм ванильного сахара. Все это перемешиваю. Белки в этом рецепте мне не понадобятся. Из них впоследствии можно сделать глазурь для украшения куличей, также безе для украшения куличей и различные другие десерты. Итак, у меня прошло около 20 минут. Опара уже вот так хорошо выглядит. Дрожжи работают. Сразу же к опаре добавляю желтковую массу с ванильным сахаром, чтобы желтковая масса долго не стояла и не покрылась пленкой. Добавляю оставшийся сахар, то есть общего количества сахара нам здесь понадобится 300 грамм. Как я уже сказала, куличи эти очень насыщенные во вкусе, они сладкие. Если вы не любите сладкие куличи, минимальное количество сахара, которое можно ввести здесь в тесто, чтобы оно потом у вас не стало пресным хлебом, это 240 грамм сахара. Добавляю сюда 12 грамм соли. Вообще эти куличи очень насыщенные должны быть во вкусе именно в этом рецепте. Тем рецепты и отличаются друг от друга, поэтому я здесь сахар убавлять не советую. И общее количество муки, которое я вообще использую для этого рецепта, это 860 грамм муки. И для припыления стола это все из этого же количества мука, и для опары 860 грамм муки. У меня здесь мука 11% белка, то есть совершенно обычная мука. Теста у меня здесь достаточно большое количество, поэтому вымешивать в миске это не очень хорошо и неудобно. И поэтому я буду замешивать это тесто на столе. Остатки муки из этого же количества, из общего количества, я просто просеяла на стол, чтобы мне удобно было сейчас сформовать это тесто хотя бы в какой-то шар и работать с ним. И начинаю вымешивать тесто. Тесто я буду вымешивать примерно минут 15 на столе. Конечно же, такое количество теста и вообще такое тесто лучше всего я вам советую вымешивать в тестомесе. Я показываю для тех, у кого нет никакого тестомеса. Но всегда такое уже количество теста лучше всего замешивать в тестомесе. Чуть меньше понадобится времени в тестомесе, конечно же, минут 10. И на средней такой скорости это тесто следует замешивать. Итак, я собрала это тесто в ком. И я сейчас и руки, и поверхность буду постоянно смазывать растительным маслом без запаха. И таким образом я 60 грамм растительного масла без запаха в общей сложности вмешаю в тесто. Это будет мое ограниченное количество, которое я буду контролируемо вводить в тесто. Подбиваю тесто на столе. Тесто уже очень подвижное, оно абсолютно не липнет к рукам. То есть 15 минут ручного замеса здесь нужно. Этот шар положила на стол, дала ему немножко отдохнуть минут 5. И таким образом растягиваю его руками. Это тесто уже превосходно растягивается на столе. Здесь у меня 180 грамм такого пластичного, скажем так, не сильно размягченного сливочного масла. Я его буду так втирать в тесто. То есть оно не должно быть ни в коем случае холодным, оно теплое, но оно не должно быть у вас жидким.
То есть оно должно еще как бы вот держать свою форму. И вот таким образом все 180 грамм масла я сейчас втираю в это тесто. Потом я его сейчас также соберу в жгутик. Соберу в один опять ком. Немножко его еще раз повымешиваю, чтобы полностью масло объединилось у нас с тестом. Оно станет, естественно, еще более пластичным, податливым очень сейчас после введения масла. Просто объединяю все в ком, ничего здесь уже дальше я не вымешиваю. Убираю его сейчас на расстойку, чтобы оно поднялось у меня вдвое. Это тесто у меня вот при моей температуре ушло на это примерно час 10. Это все будет полностью зависеть только от температуры воздуха в вашей кухне. Я не советую ставить вот это тесто, оно достаточно тяжелое, под лампочку в духовке. Вот эти все быстрые расстойки, они бывают не очень хороши для теста. Сейчас у меня прошло здесь час 10, это опять же при моей температуре в кухне. Тесто поднялось вдвое, здесь просто миска у меня такая очень глубокая. И кажется, что тесто как бы не поднялось, оно очень хорошо поднялось, оно тяжелое, это тесто, сразу скажу вам. То есть не ждите здесь какой-то немыслимой пуховости от него. Оно такое насыщенное, по вкусу практически как александрийский кулич получается. Я туда сейчас добавила 200 грамм изюма и 150 грамм смешанных цитрусовых цукатов. То есть у меня здесь апельсин и лимон. И натираю дополнительно еще цедру апельсина. Этого вы можете не делать, можете вообще по вкусу добавлять только изюм или только цукаты. И на данном этапе я добавила туда 20 мл рома и добавляю еще 2 мл ромовой эссенции для усиления запаха. Ром вначале я не добавляла намеренно, чтобы дать глютену хорошо развиваться в тесте, потому что вот этот алкоголь дополнительный, он будет мешать этому развитию. Я убирала тесто еще на 40 минут на расстойку. Оно уже такое необыкновенно пышное. Очень аккуратно я из него формирую вот такой вот как бы жгутик, но чтобы его не осадить, и уже раскладываю тесто по формам. Здесь я буду использовать формы двух диаметров, 11 и 9 см в диаметре. Обычные покупные бумажные формы для куличей. На большие формы по 11 см идеальное здесь количество именно этого теста 450 грамм примерно. И на маленькие 240. Я же на маленькие здесь разложила по 220 грамм, этого было маловато. Поэтому готовые куличи в маленьких формах у меня слегка не достают до верха. Именно из-за этого, из-за этих 20 грамм теста. И 80 грамм теста, по сути, у меня осталось ни туда и ни сюда. Расстойка у меня была достаточно длительная у этих куличей, потому что тесто нелегкое, скажем так. Час 30 они у меня расстаивались на столе. Вот это очень важно сделать для этого теста. И 1 час они у меня в духовке под лампочкой при 30 градусах Цельсия. Потом последующий уже час они у меня. То есть в общей сложности 2,5 часа. Сразу под лампочку вот именно такое тяжелое тесто я ставить не советую. Они у вас вот эти шапочки потом будут рваться. Это я знаю уже из многолетнего опыта. Тяжелое тесто всегда себя так ведет. По температуре 180 градусов Цельсия, это в моей духовке. Вот эти маленькие я выпекала 25 минут. Опять же, это в моей духовке. 20 минут без конвекции. Допекала 5 минут с конвекцией, и я их извлекла из духовки. Большие же куличи еще дополнительно 7 минут с конвекцией. То есть примерно 25-35 минут. Вот так выглядит только что испеченный кулич. Только что его достали. Он еще горячий, это видно на видео, что еще пар идет из изделия. Вот такая текстура. Еще раз повторяю, этот кулич нечто среднее между александрийским по вкусу и венским куличом. Вот как объяснить, я не знаю. То есть он очень насыщенный во вкусе, но он гораздо легче, чем александрийский кулич, допустим, по вкусу, но потяжелее, чем венский кулич. Кто вот пек у меня на канале, вот это, я считаю, что это один из идеальных просто вариантов кулича. Кто любит настоящие такие ненадувные куличи. То есть это будет классический такой очень насыщенный вкус кулича. Испеклись у меня уже и в больших формах. То есть здесь все будет зависеть только от вашей духовки. Благодаря рому вот эта корочка у них очень хорошо держится. Изделие лучше золотится, вот именно его корочка.
И она у вас будет хорошо, идеально просто держать форму, эта корочка, благодаря вот этим 20 мл рома. Также, когда мы вводим, допустим, в ту выпечку, которую мы выпекаем на сковороде, те же самые чебуреки или хворост, мы вводим туда алкоголь именно для того, чтобы они были хрустящими. И здесь корочка будет идеальная просто у этих изделий. Если вы хотите их оставить в форму и украшать, допустим, просто белковой глазурью сверху, оставляйте их в формах. Если вы хотите сделать в них красивые подтеки, как я показываю в видео в начале, следует снять вот таким образом. Лучше всего снимается вот эта формочка, чтобы не повредить боковинку изделия. Еще на горячих куличах, то есть снимать ее нужно в горячем виде, чтобы она у вас потом не отсырела на изделии. Но это такая рекомендация, вы можете ее и позже снять, тоже это не особо страшно. Но чтобы как бы идеальная у вас была вот эта вот боковинка, потому что многие от этого страдают, что не пропекается боковинка, снимайте сразу и оставляйте их остывать до комнатной температуры, вот в таком виде. Изделия здесь стабильные, хорошие эти куличи, я их не переворачиваю сбоку на бок, то есть это не пуховые такие куличи, не панеттоны ни в коем случае. Благодаря вот этой рецептуре они очень легкие на вкус, но в то же время очень насыщенные. То есть вот это уникальность этого рецепта, я бы сказала. И именно для того, чтобы был корпус вот такой идеальный у кулича, чтобы они не были белесыми по бокам, стеночки у них, мы подпекаем в конце их обязательно с конвекцией. Здесь я показываю, как очень просто и быстро вот такой покупной кондитерской глазурью. Во многих странах СНГ она называется шоколадная кондитерская глазурь, но шоколада там нет в составе, со вкусом ванили. Для меня было неожиданностью в прошлом году, что многие люди из моего окружения близкого не знают, что такой глазурью можно покрыть куличи. Поэтому здесь я показываю, что вот эта вот глазурь идеально просто подходит и по вкусу, и по текстуре для того, чтобы покрыть ею куличи. У нас такая глазурь продается во всех больших супермаркетах в Германии. Вы же можете купить эту глазурь в кондитерском магазине, чтобы она была у вас хорошего качества. Как правило, всем нравится глазурь на желатине. Я отношусь к этому же количеству людей, но есть люди, которые не любят ни на желатине глазурь, ни на сырых белках. Очень многие сейчас вообще избегают сырых белков в глазури. Поэтому я вот для этого показываю, что такой глазурью очень просто и быстро, с идеальными красивейшими подтеками можно покрыть свои куличи. Она слегка крошится при нарезании, я вам сейчас это показываю, но с изделия она не осыпается, она остается на изделии. Здесь я ни в коем случае не рекламирую никакой продукт, просто хочется с вами поделиться, чтобы вы знали и этот вариант, что он тоже уместен, он тоже имеет место быть. Потому что зачастую кто-то боится из-за маленьких детей делать глазурь на сырых яйцах, я все это понимаю, кто-то не любит вот желатиновую глазурь. Есть и такие люди, я уже встречала в моем даже близком окружении. Поэтому, пожалуйста, как альтернативу можно использовать вот такую глазурь. С ней нужно работать очень быстро, потому что она застывает очень быстро. То есть все, что вы хотите на нее нанести, все украшения, они должны быть у вас уже заранее подготовлены. Эту глазурь прекрасно можно окрашивать жирорастворимыми красителями. Ей можно рисовать на куличах, то есть можно и веточки вербы сделать из нее, и написать буковки «Христос воскресе». То есть все из нее это можно делать. Сейчас разрежу перед вами кулич. То есть полностью они у меня остыли. И, конечно же, любую глазурь, какая бы она ни была, наносим всегда на полностью остывшие куличи. Я думаю, что это и понятно. Вот так вот выглядит разрез. Это уже в до конца остывшем изделии, то есть абсолютно никаких крошек нет при нарезании. Вы это видите. Куличи очень насыщенные, в то же время легкие на вкус получаются и долго не черствеют. Вот так вот нарезается кулич уже на следующий день. Спустя день здесь такая вот текстура у него идеальная, вот здесь на оранжевой подложке я вам показываю. Он превосходный. Он долго хранится. Хранить, конечно, его следует в пищевом пакете, слегка приоткрыт, чтобы он был, либо в пищевой пленке, чтобы она была тоже слегка приоткрыта. И я бы сказала, что в последующие дни такой кулич становится еще вкуснее. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.